Температура воздуха плюс 50 градусов по Цельсию, а военный транспортник С-160 совершает свой очередной рейс. Друзья, добро пожаловать в Мали, страну, где из-за жары даже камера иногда дает сбой. А часовые на башнях круглосуточно охраняют эти крепости, сделанные в прямом смысле этого слова из песка и огражденные колючей проволокой. Так давайте же посмотрим, что происходит по разные стороны этих песчаных стен, как живут люди и солдаты в этой непростой обстановке. Уже не первый год в этой африканской стране проходит операция «Бархан», главная цель которой – борьба с террористическими группировками в зоне Сахель. Операция длится уже 7 лет, а это значит, что за эти годы военная машина уже до автоматизма отработала все процедуры, связанные с ротацией личного состава и остального военного имущества. Рейс за рейсом английские чинуки привозят на нашу отдаленную базу новое пополнение, попутно тащат за собой различные грузы и забирают ребят, которые уже достаточно измотались за свое время. Песок от вертушек разлетается во все стороны, а ребята с рюкзаками стараются побыстрее загрузиться в вертолет, чтобы скорее вернуться домой. Для нас же все, что происходит, это уже было не начало, но еще и далеко не конец. Мы уже стали частью этого военного организма, изо дня в день делая свою рутинную работу. Мы уже привыкли к палящему солнцу, уже достаточно наелись малийского песка, но еще не так много для того, чтобы запомнить его вкус на всю жизнь. Для ориентировки на местности давайте посмотрим карту. Здесь через дорогу от города Госи и расположилась наша небольшая база. Друзья, давайте вникать в военную жизнь. Перед вами 3 в одном: автосервис, СТО и шиномонтажка, грузовые контейнеры, машины, стены и башни. Это теперь наш дом. А что же в Африке самое главное? Конечно же, вода. Водички у нас в достаточном количестве. Раз в пару дней каждое подразделение пополняет свои собственные запасы. И мы не исключение. Это мы приехали за водичкой с нашим водителем Игорем, чтобы не таскать все руками. Иногда выходит так, что воды нужно в буквальном смысле целый грузовик, ведь мало обеспечить свою палатку водой. Еще нужно забить ей до отказа наш БТР, чтобы во время патрулей у нас была достаточная автономность и группе из 8 человек было что попить. Проще говоря, воды много не бывает, никто не знает, что будет впереди, да и запас карман не тянет. Оп. Водичка наша приехала. Пучком, да? Смотри, какое мясо! Merci. Parce que c'est moi qui va préparer le riz après. Il prépare la viande, mais c'est facile. Après, c'est le riz. У каждой палатки на базе есть свой задний двор, где находятся все кухонные принадлежности. Где-то раз в 2 недели нам раздавали дополнительные продукты, не сухпай ведь все время есть. А combien de cartouches là? А? T'as combien de cartouches là? Вот мы наконец-то получили свой БТР. Сейчас оттуда перекинули патроны. Да. И сейчас будем сюда закидывать. Так как моя должность здесь стрелок-радист, то все это добро из пулеметной ленты попадало в мою зону ответственности, как и пулемет М2 Браунинг. Эта пушка довольно знатная вещь, производится с 1933 года и до сих пор стоит на вооружении. Соблюдая главный армейский принцип «двое работают, остальные смотрят», мы, точнее они, делают апгрейд нашего БТРа, чтобы вместить туда как можно больше воды. Броневичок выпускается компанией Renault Truck с 1976 года. Заправляем нашу машинку. Если везде в мире цены на топливо растут, то у нас в Африке с топливом все стабильно.
Его так много, что солярка бьет фонтаном, и при желании даже можно машину помыть, что мы и сделали. Не специально, конечно. Затем поставили нашу машину на парковочку. Все в линию, красиво, по-военному. Бедная наша зайка на спущенном колесике. Ну ничего, скоро поменяем. Вот, делаем зону для стоянки. Прикрывает пехота. Серьезные ребята. Правда, в песке застряют иногда. Стоянку мы делали для этого конвоя. Как вы видите, длинная цепь машин растянулась по всей дороге. Этот конвой прибыл из ГО. Среди них новые Тойоты для малийской армии, ну а нам предстоит сопроводить этот конвой обратно в ГО. Покидаем палатку с кондером. Предварительно в морозилке заморозили по максимуму бутылок с водой. Обычно при такой жаре льда хватает на сутки. Через ряды палаток я иду на парковку. Наша группа уже на месте. Именно так с утра начинается любой выезд за пределы нашего лагеря. Эти кадры я снимаю на китайскую камеру. Нормальную GoPro-шку я прицепил на броник к другу, чтобы он тоже снимал материал, только уже со своей стороны. Рюкзак, каска, автомат закидывается в машину, а я залажу наверх. Здесь ведь еще нужно снять чехол с пулемета и прикрепить к нему ленту с патронами. А потом будет достаточно нажать кнопку R на клавиатуре, и он сам перезарядится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, full контакт. Включаем магнитолу на какое-нибудь радио малийский шансон, и мы в принципе готовы. Остается только усесться поудобнее и осмотреться. Разжмурил глаза и увидел за спиной АТ-4. Мух здесь нет, но пусть будет на случай важных переговоров. Задача, которую нам предстоит выполнить, это сопровождение колонны на военную базу в ГАО. Если посмотреть на навигаторе, то все вроде не так сложно и быстро, да и места отдыха есть. Наше саперное отделение будет действовать в составе пехотного взвода. Мы уже выстроились в колонну перед воротами и ждем, пока солдат в наряде откроет нам ворота. Поехали. Понял, а? Да, надо. Он сказал, надо. Где стресс, блядь? Он плюс стресс. Все, мы с пехотой. Это значит что? Особо можно не спешить. Комса ты дома, а? Ромасна. Белая табличка, право, рабочий. Работа у нас заключается не только, чтобы тащиться за этим конвоем, но еще мы должны отрываться вперед и освобождать дорогу от встречного транспорта. И всем объяснять, что в данный момент дорога занята конвоем и извольте съехать в сторону. На некоторых участках данного маршрута наш саперный БТР занимал первую позицию, пехота оставалась за нами. И уже наша группа пыталась объяснить этим малийцам на Тойотах, что нужно объезжать нас за километр. Ну чё люди так тупят? Сказали едь, военные тебе сказали, все, взял, поехал. Делать чекали его, блядь, все выезжают. Да. Машины разъехались, а командир взвода пехоты по радио говорит нашей группе продолжать проверку этой дороги.
Наши ребята идут в V-образном порядке и проверяют, чтобы по маршруту не было самодельных взрывчатых устройств, либо других предметов, которые могут случайно взорваться. Закончили с опасным участком дороги, сейчас едем через всю колонну в обратном направлении. Наблюдаю, чтобы никакой транспорт не пересекал ее. Тормознули в середине, и можно посмотреть на наш большой караван со стороны. И немножко попить водички. А вот, собственно говоря, и ответы на вопрос, зачем нужны саперы и что бывает, когда их нет. Куча различной подорванной техники, раскиданной по обочине и уже проржавевшей от времени, напоминает нам, что лучше по этим дорогам не передвигаться одному. А если ездить по таким дорогам, то нужно осознавать риск, на который ты идешь. Мы уже проехали 110 километров нашего маршрута и остановились возле этого подбитого бензовоза. Как всегда, начинаем медленно ползти по дороге, а дело в том, что впереди ребята из пехоты решили проверить мотоциклы. О, заебись, молодежь отъехала. Автоматик. Магазин снял, перезаряжает. А чувак звонит по мобиле. Кому-то звонит? Да. Маски сказал, размотай, снимите шапки. Снимите шапки свои, ё-моё. Ой, сняли. Опа, фото. Да не бойся ты мобильный телефон, тебя на iPhone снимают. Правильно, профиль, блядь, подпасно. В общем, это была моя маленькая импровизация с переозвучкой, а дядя этот, скорее всего, дозвонился. И, как выяснилось, эти парни на мотоцикле были из союзной группировки. То есть не военные, но и не жулики-бандиты, а нечто среднее. Мы разобрались, пожелали счастливого пути и поехали дальше. Ближе к ГАО уже просматриваются какие-то постройки. Если где-то по маршруту мы видели мост, то наше отделение перемещалось вперед для проверки данного объекта. Вот уже более оживленная улица, даже фонари на столбах, дети и не только выбегают навстречу конвою, в надежде выхватить что-то из сухпайка. Пригород ГАО, да? Вот, типа, справа это типа элита, видишь, там вид на это, на озеро. Это так. Вот это рынок. Автоматы продают, интересно. Река Нигер, вот тебе, пожалуйста. Да, это та самая река, вторая по длине в Африке, о которой вы слышали на уроках географии. А вот и типичный блокпост малийской армии. А этот блокпост, скорее всего, малийского Простоквашино. Он свободный, живите кто хотите. Мы въезжаем в город и административный центр ГАО. Его население 49 тысяч человек. Вплоть до настоящего времени город является одним из центров транссахарской торговли. Торговля торговлей, а до малийской военной базы коммунальные службы ГАО еще не добрались. Солнечная батарея, камера висит на перекрестке. Ну, разбитая, правда, по-моему. Смотри, как отражение светит. Наконец-то мы доехали до базы в ГАО, остановились возле КПП и ждем, пока вся наша длинная колонна заедет внутрь. Военная база в ГАО во многом раз крупнее нашей в ГОСе. Здесь постоянно идет какое-то движение. База в ГАО – это и логистический центр, и международный аэропорт. Здесь находится центр операций Бархан и центр миссии ООН Минусма. Проще говоря, это маленький город, где военные из разных стран делают свою работу. Лично у нас на этой базе был свой интерес – это лучшая в Мали столовая. А это машины эстонских военных.
Их здесь немного, где-то 50 человек. Кстати, им немного прилетело в 2019 году, когда террористы возле въезда в базу подорвали машину, замаскированную под ООН. Не кормят совсем его. Нормально, хоть где-то военные могут весь это, все движение остановить, пофиг, просто так. Я стою, видно, сделай. Друзья, обратите внимание на дорогу. Это какая-то стиральная доска. А может быть, это специально для безопасности и ограничения скоростного режима, но с нами такой не прокатит. Нам нужно быстрее доехать до базы. Короче, едем 80 километров в час. Вот это у нас машина Рено с броневиком. Вот так с ветерком мы доехали до нашей базы. Подъезжаем к главным воротам. А за это время у нас на базе поставили кучу дополнительных палаток. А один раз какой-то капитан глазом определил, что мы превышали скорость на базе, и водителю пришлось писать объяснительную. Впрочем, история с капитаном не заканчивается. Казалось бы, зачем на обратном пути мы положили этот бетонный указатель к себе в машину? Конечно, какому-то капитану на сувенир. В кабинете, наверное, у себя поставит. Будет любоваться. Теперь у нас есть время, чтобы перевести дух и навестить домашних питомцев. Друг нашего Жорика. Перед вами Сальпуга из отряда паукообразных. Как-то раз она прибежала к нам в палатку и сказала, что хочет жить вместе с нами. Скорпион по имени Жорик был не против. Он у нас добряк и очень любит саранчу. Блин, вот. Сейчас ковшом. Иди, интерди. Он садил кузнечику. Да. Смотри. Ох, Я хорош. заснял. Заснял? Кузнечик да выебался. Ты видишь? У нас тут в мире животных. Сержант. Заебашка ты нахуй одну эту, блядь. Хуясь. Возле нашей базы стоит сотовая вышка, благодаря чему у нас есть слабенький интернет, уровня 2G, а иногда аж плюс сомалийских симок. Есть еще и военный Wi-Fi 2 гига в месяц бесплатно, а остальное очень дорого. Торнадо! Не знаю, где достали, но вот он, африканский арбуз. Конечно, немножко он отличается от нашего, но кушать можно. Громкая музыка зашла не всем, и мы решили заняться полезным делом — сдувать с автомата пылинки. А вот так выглядит самый мужской барбершоп. Табуретка, розетка и руки мастера. Столб дыма — это никакой не взрыв и даже не пожар. Это горит мусор. Вот такой довольно экологичный способ в кавычках по перерабатыванию отходов. Перед вами наши местные магазины, в простонародье Бубу Маркет. Внутри торговый центр выглядит вот так. Сейчас они закрыты, так как до нашей базы добралась эпидемия COVID. Она появилась у нас вместе с начальниками из ГАО, которые приехали на нашу чистую базу в гости за спасением. Всю территорию и места общего пользования поделили и всех вместили. Что случилось? Скажи мне. И он заряжен, да. Понятно. Нас поместили на карантин, и теперь каждый день к нам приходят из санчасти. Меряют температуру, заполняют анкеты, чтобы отслеживать изменения нашего состояния на протяжении 15 дней. Это похоже на небольшой отпуск. Мы вообще ничего не делали целыми днями. И можно сказать, фартануло, но не тут-то было. Ведь кондиционеры нам не включили, так как база была переполнена людьми из ГАО и приходилось экономить электричество.
Вся надежда только на ветер. В общем, отдыхали как могли. Всем солдатам, которые живут на базе, с определенной периодичностью приходится заступать на дежурство по периметру на башнях. Карантин закончился и настала очередь нашего подразделения охранять сон остальных ребят. Сейчас я стою на башне у главных ворот, а передо мной находится специальный коридор, чтобы бармалеи не смогли протаранить ворота на полной скорости. Перед приемом каждого дежурства всегда пересчитываются патроны, чтобы ничего не потерялось. На этой башне уже другой пулемет, бельгийский МАК. Такая вот атмосферная обстановочка наедине с окружающим миром. Наблюдаем детишек, которые в надежде что-либо стрельнуть, бутылку воды, банку консервы, которые вот так вот ходят, бродят вокруг базы, да и чего выпрашивают. Иногда во время дежурства происходили разные истории, как здесь, например. Французский солдат, у которого командировка уже заканчивалась, решил подарить мальчику в оранжевой майке мячик. Мальчик в зеленой майке, видно, думал по-другому. Такая вот небольшая воспитательная работа. Ребята, мол, надо играть вместе и жить, как у кота Леопольда, дружно. Пацан решил поиграть на публику и проявить свои актерские навыки. Такие представления на дежурстве часто явление. Здесь же мы видим миниатюру «Умирающие от жажды дети». Жуса. C'est tout. Но. Закончился один театр, начался другой. Прям воздушный парад. Отличное время для песчаной ингаляции. Инновационный зум-студию, и вот тебе, пожалуйста. Я в правильном месте, в правильное время, а не разгружаю вертолет со всеми. Тебя приблизить там можно? Тебя зума нету? Это же GoPro Action. Ну, то есть, на ней нету зума. Наступила ночь, а значит время выпить энергетик и ждать гостей, которые проверяют посты, не заснул ли кто, этакий мальчиш-плохиш на посту. Вы видите, как одного бразильца ждет уже вот там вот вертолетик, потому что кто-то проспал на посту. Посадим его на этот борт. Но, конечно, прежде всего нужно разгрузить все то, что там есть. После дежурства нам нужно было немножко подшаманить свою машинку. Пригнали ее на посильный ремонт. Сейчас мы производили ремонт, точнее замену камеры на новую. Из-за одного этого болтика нам пришлось вскрыть почти всю машину. Вот вы видите. Крышка, антенны. Все это из-за того, что один болтик, который должен крепить эту антенну. Поясню, болтик поломался, и его половина осталась внутри отверстия, и мы потратили кучу времени, чтобы его извлечь и закрутить новый на его место. А теперь наша непостоянная рубрика «Распаковка», а точнее время от времени у нас по расписанию были занятия. В данном случае этот чудо-аппарат является металлоискателем. Будем ли мы его использовать на выездах? Конечно, нет. Но занятие должно быть проведено для общего развития, так сказать, нашего инженерно-саперного отделения. В общем, кинули кусок металла и давай тестить. Чё там пиликает? Ага, значит работает. Ну понятно, можно в принципе собирать обратно, как говорится, ничего не понял, но было очень интересно. А тут уже все посерьезнее, можно сказать, это урок армейской химии. В маленьком чемоданчике лежат бутылочки с разными химсоставами, которые при взаимодействии со взрывчаткой будут давать тот или иной оттенок. Тротил у нас имеется, мы же саперы, так что можно проверить опытным путем. Листиком из комплекта нужно протереть область, которая контактировала со взрывчаткой, затем капнуть на листик жидкость из емкости под номером 1.
Если после этого нету оттенка из таблицы, то капаем из емкости номер 2. Так и сделали. У нас получился розовый цвет. А значит, взрывчатка определена, химия работает. Патроны пересчитываются не только на башнях, но и на машинах, чем, собственно, я и занимаюсь. У нас скоро должен быть выезд, а значит, все должно быть в комплекте. Тангенсы и котангенсы тут из школы не пригодились. Арифметика, господа, делает историю. Наши ребята готовы. Стоим, ждем, но здесь как всегда. Капитан сказал к часу, лейтенант сказал в 12:30, а сержант сказал в 12. Про такой у нас говорят ефрейторский зазор. На этот раз мы выезжаем вместе с кавалерией. Вместо лошадей у них такие легкобронированные машины, называются ВБЛ. Не 18 век все-таки. Дружной компанией нам предстоит прокатиться по городу Госи. Отличная возможность посмотреть, как живут люди. Проезжаем местную мечеть, обратите внимание на фасад, довольно прилично по местным меркам. Над входом висит лампочка. Люди в основном ездят на осликах, а тут у нас какое-то умывальное действо происходит возле колодца. Вот можете наблюдать типичный пример. Сидит человек, ничего не делает. Едут на... А смотрите, какой срач. И всем по барабану. Нормально. Вот мы видим, какой большой трафик дорожного движения в этом городе. Зачем так сильно осла-то бить? Вы посмотрите, какая чистота на этих красивых улицах. Центральная улица города Госи. Центральная улица города Госи. Под елочками. Вот это наша супер поддержка малийская армия. Ребята ни с кем не церемонятся. Так, нам сказали, что нашли что-то опасное в этой машине. А что конкретно не нашли, мы еще не знаем. Это работает малийская армия Фома. Положили всех с машины на землю. Видать, ничего они не нашли в машинке. И все собираются по машинам. Главное, чтобы машину не задеть. Когда мы еще сможем посетить такую экзотическую страну? Вот можно наблюдать небольшой водоемчик. В Африке довольно-таки редкая вещь. Сержант говорит нам развернуться после того, как проедет ВБЛ. Водитель отвечает «принял». Наверное, кто-то не вписался в поворот и протаранил этот дом. А может быть, его просто не достроили. Постоянно попадались люди, которые что-то несли на голове. И всегда это что-то было довольно объемное. Какая-то женщина моет своего ребенка, благо с подогревом воды проблем здесь нет. Едем дальше. Постройки с деревянными столбиками – это коммерческая недвижимость. А если встречается автомобиль, то это, конечно, Toyota. Знакомимся с типами жилых построек. Это как в компьютерной стратегии. Сначала хижина из веток, а потом уже дом из кирпича. Иногда ребята выходят из машин для пешего патруля, таская в рюкзаке все самое необходимое. А местные дети живут своей обычной жизнью. Не можем проехать из-за грузового мотоцикла. Дядю попросили подвинуться, чтобы наша колонна спокойно проехала. Выехали на трассу РН-16, и вот такая длинная колонна автобусов, среди которых та самая компания Бани Транспорт, автобус которой мы видели разбитым, сопровождая конвой в ГАО.
Эту колонну сопровождает отряд малийской армии на китайских хаммерах с крупнокалиберными пулеметами. Будка мобильного оператора «Оранж», перед вами коммерческий деловой центр ГОСИ. Торговля идет полным ходом возле единственной асфальтированной дороги. Интересно, а о чем думают эти дети, видя солдата возле мечети? Это вторая мечеть, сделана тоже красивее, чем все остальные здания в городе. Здесь мы ожидаем, пока конвой ООН пройдет в направлении Гао. Он движется из Бамака, где находится штаб многоаспектной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали, проще говоря, МИНУСМА. МИНУСМА была учреждена 25 апреля 2013 года резолюцией 2100 Совета Безопасности ООН для стабилизации ситуации в стране после восстания туарегов в 2012 году и стала самой опасной миротворческой миссией ООН, в результате которой погибло 209 миротворцев из примерно 15 200 человек. Ты можешь включать по своей инициативе. Можешь включать по своей инициативе, если надо просматривать это. Наша экскурсия по ГОСи плавно переросла в ночную, а мне была предоставлена инициатива, и я думал, как ее безопаснее применить, чтобы она меня не... ну вы поняли. А у местной молодежи ночная жизнь, возле бутика модной одежды. Обратите внимание на дизайн фасада. А кто-то положил бочку на середину дороги. Ты сейчас хату развалишь вместо этой бочки, знаешь? БТРчик-то застрял. В общем, на пустом месте У меня такое ощущение, что мы просто пришли Да. поиграться в песочнице. застрял в песочке. Вот. Наконец-то выехал. БТР застрял. И вот мы стоим уже здесь хреновую тучу времени, чтобы его вытащить. Ну вот он выехал каким-то чудом. И можем продолжить движение. Не чудом, а вот этими Ебали вы, пацаны, пластинами. наебал, мне плаг вытащили. Да. Они доставили, короче, плаг, чтобы подсунуть его под колеса, а БТРчик-то выехал сам. Super. On a 2 cartons de rasquettes et 4 packs d'eau dans la caisse derrière. Une fois que nous on va partir au ratissage, vous allez être regroupés avec plus loin et Fama. Vous distribuez ces 2 cartons de rasquettes et 4 packs d'eau. C'est bon? Correct. Переночевав в поле, мы приехали к пункту назначения, взяли воды и сухпая для ребят из малийской армии, а наши выгрузились из машин и пошли прочесывать назначенный район. Призонер де баз. Идем искать еще. Тут даже в зоопарк ходить не надо, в малийских лесах все на месте, в том числе и музей под открытым небом. Ой! Гоняем терроров нахуй, походу. Двигатель поправились вперед. Мы остались сзади. Прикрывать. Пока наша группа продвигается по маршруту, у нас возле машины поставили радар ближней разведки, чтобы предупредить ребят, если будет какое-то движение.
Экипажи машин работают по своему плану. По мере продвижения пехоты в поле мы на машинах меняем позиции и делаем своеобразный коридор, внутри которого идут наши ребята. Главная цель – контроль движения по периметру. Походу проебали. Сяду, посижу. Если услышим выстрелы, то начался контакт. Где эти улыбки? Вылазьте, суки. Ну давай. Ой, все. И такая хрень может затянуться на целый день. Все съебались нахуй. И нас кинули, блядь. 4 нахуй. Сзади, блядь. Хотя сами не знают, блядь, есть ли там еще нахуй люди или нет. Впереди нас. Сука. А перед этим не успел камеру включить. Словили одного бубу. Он сказал, что 2 побежали вправо. С оружием. Аж покурить захотелось. Жаришка. 44 градуса. Водичка заканчивается. Через несколько часов мы постепенно добрались до деревни. Следом потянулись и ребята, которые шли пешком. Теперь нам нужно тщательно проверить это поселение на наличие нехороших ребят. Местное население насторожилось от незваных гостей. Ставится один вопрос: скрываются ли у вас в деревне участники террористических группировок? Мирное население попросили отойти в сторону, а несколько солдат готовятся войти в хижину и осмотреть ее изнутри. Так нужно проверить все жилые дома и постройки в этом районе. Нет ли там кого-нибудь подозрительного, либо каких-то следов, которые скажут о присутствии террористов. В хижинах мы ничего подозрительного не обнаружили. Теперь нам предстояла работа с местным населением. Их нужно было хорошо спросить о том, что происходило в этих местах, приходят ли к ним в деревню представители разных криминальных группировок. Военный переводчик говорит о чем-то на арабском с местным жителем, а мы занимаемся той самой военной химией. Нам нужно проверить некоторых наиболее подозрительных людей на предмет контакта со взрывчаткой или оружием. Для этого в порядке живой очереди каждого человека нам нужно протестировать. Тщательно протираем его ладони, чтобы потом посмотреть на реакцию и цвет, который появится на индикаторе. Bien. Vacilo. Caproche. А я за всем этим наблюдаю со стороны. Так мы потратили кучу времени, и в ходе этого был найден мотоцикл одного из жуликов. О, вот так. И было решено, мне. что его нужно временно изъять для дальнейшего разбирательства на штрафстоянку. Вот так. Легион, да, ворует мотоциклы. Тянули его, тянули, да и затянули. Все задачи, которые нам ставились в этом районе, мы выполнили. Теперь нам пора ехать дальше. Мы уже объездили, кажется, каждый закуток в этой африканской стране, а дорога все не кончается, только меняются пейзажи за окном, к слову, они довольно неплохие. Меняется также и ландшафт, который иногда подкидывает разные сюрпризы.
Он говорит левее. Снизу левее. Дай назад. Вот там вот. Да, да. Пол колеса уже закопало. Коррект. Степа, коррект. А, колеса подспустили. Вот посмотрите, перед вами песчаная река. Где вы еще такое увидите? А нам ее нужно переехать. Грузовик застрял. Чтобы как-то ему помочь, под его колеса подкладывают металлические плаки и только затем уже вытягивают. Пришла и наша очередь переезжать эту реку. Для того, чтобы не застрять, мы спустили давление в шинах, и водитель Сергей втопил педаль газа в пол. Теперь будем ждать, пока все переберутся на наш берег. Спасаем, ребят! Ничего себе он вап тянет. Вот это сила. Съебались все в баб. Ничего себе, это так грубо ответ. Вот это материал для съемочки. Машина не смогла проехать, пришлось взять ее на буксир. Если трос уйдет, то там пизда. Давайте мы уж до самой базы его до оси дотащим. Дорогие граждане, хочу вам продемонстрировать военную микроволновку. Еле-еле душа втелять. Надо, чтобы ты закрыл все остальное, это покачал. Оно соединено, оно не будет закачивать одно. А ты что вылез? А вылез я для того, чтобы вам показать, как мы пробили колесо. Сейчас водитель открывает краны автоматической подкачки колес. Скажи, пожалуйста, сколько мы можем ехать с пробитым колесом? Пока оно не спадет полностью с лап. Там есть какой-то режим для подкачки колес? А, тут есть режим уржанс. И то есть он Мы автоматически... можем ехать 30 км в час максимум. Ну, в принципе, неплохая скорость по такой местности. Мы остановились в поле. Вплоть до линии горизонта сплошная пустота. И только палящее солнце работает на всю мощность, раскаляя нашу стальную машину до температуры электроплитки. А пока мы отдыхаем и ждем, когда нас пригласят механики. Вот чай, видите, на солнце греет. И все. Да, можно бы яйца пожарить.
Даже не надо воду кипятить, тут она всегда кипяченая. Проблем с разогревом нет. Такие дела. Ну ладно, до скорых встреч. Пригнали машину под кран. Это полевой автосервис. У нас есть время для того, чтобы починить мелкие неисправности машин в нашей колонне. Сейчас будет проводиться замена пробитого колеса. Оно довольно тяжелое, так что здесь используется кран. С его помощью мы берем новое колесо с платформы, поднимаем машину и производим замену. Жалко, что нету пневматического гайковерта, и все нужно крутить вручную. Сейчас слезу. Хочу снять эту хуйню. На что? Ну вот снимаю. На, снимай, блин. Он, блядь, каждый день, блядь, этот бури эти, блядь, песок, на. Каждый день вечером, блядь. Яй. Блядь, как работает, так ни хера. Ни дождика, ни капельки, ни бури, блядь. Как перед уже сном, конец рабочего дня. Или буря, блядь. Сука. Все верно сказано. Песчаная буря приходит тогда, когда она вообще не нужна. Если вкратце, то это маленький апокалипсис. Пустынная буря. Начинается суматоха, все бегают, нужно спрятать все вещи в машину, иначе потом ничего не найти, или же все будет в грязи. Прячемся в машины, закрываем за собой все люки и двери и будем ждать, когда все это закончится. Через некоторое время буря проходит, а за ней начинается дождь и сильный прохладный ветер. Картонные коробки с водой размокли, повсюду грязь, и вы сами слышите эти порывы. Вот тут можно снимать кино про первую высадку человека на Марс, у которого закончилась еда, и ему нужно прорастить картошку. Смена погоды – это, конечно, хорошо, но есть нюанс. Вся эта песчаная буря оставила свой след на пулемете. Теперь все в песке, и самое время начинать его чистить. Открою вам секрет, кондер в машине – это благо. И так думал не только я, но и наш лейтенант, который решил, что меня нужно пересадить из бизнес-класса в эконом. Потом и то. Запечатлить этот кадр. Когда я здесь. Когда ты тут, да, Не очень интересно. В отличие от моего персонального кресла впереди. Ауи. Общежитие тут. Арва. Конечно, это не очень удобно, но куда деваться? Но из положительных моментов теперь я могу снимать все происходящее из другой локации. В Африке, да и на Ближнем Востоке эти Тойоты с пулеметами ДШК завоевали огромную популярность. Настоящие вездеходы, неприхотливы в обслуживании и надежные. Небольшая пауза в дороге, и малийские солдаты стреляют водичку у ребят из кавалерии. И наматывают куфью, так называется мужской головной платок в арабских странах. Теперь они продолжат патрулирование самостоятельно. А мы же продолжаем свой путь, теперь уже за границу Мали. Это мы сейчас находимся в Буркина-Фасо, в одной из деревень. Деревушка такая вот. Живут. Название страны Буркина-Фасо означает «родина честных людей» с перевода языка Мори. Это язык одной народности в стране. Так же, как и в Мали, военные перевороты здесь не редкость. Последний случился 24 января 2022 года. Все наше войско выходит прочесывать лес.
так как на моем месте сидит лейтенант, мне предстояло прогуляться со всеми по дебрям Буркина-Фасо. Нам нужно было пройти через овраги и заросли в поисках всевозможных тайников. Передвигаемся колонной, прошли мы несколько километров, немножко покопались, ничего особого не нашли, после чего вышли на точку сбора. Вот так заебанные прошли на жаре километров, не знаю, 6, наверное. У всех вода позаканчивалась. И вот дождались БТРов, пока они там где-то вот приедут вдалеке за нами. Да, без воды, конечно, тяжко. Такси наше приехало. Вот оно. Где я должен быть пулеметчиком, теперь я со всеми протопал небольшой марш и немножко офигел. Время пополнять запасы, и вся наша колонна собирается в одно целое. Сейчас заправляем полный бак, чтобы было с чем ехать дальше. Ведь нам еще предстоит долгий путь. А это уже чистая физика. Бутылка с водой в теплом носке. Постоянно увлажняя носок на солнце, вода из него испаряется и охлаждает воду в бутылке. Обычно каждое саперное отделение закреплено за пехотным взводом, а здесь же собрался весь наш саперный взвод, 3 машины, довольно редкое явление. Ничего толком не сказав, меня еще 2 человек отправили в засаду, в загон с верблюдами. Вот такие верблюда. Сейчас сели в засаду, не знаю как ее Потом нас там забыли, пока мы о себе не напомнили. Протупив полчаса в загоне с верблюдами, от безделья мы с ними перефоткались. Затем пришли во двор, где уже работало одно из отделений нашего взвода. Оказалось, что ребята проводят обыск всего того, что попадается им на глаза, а нам нужно было поработать с людьми. Проводим небольшой досмотр этих парней и пытаемся наладить с ними разговор. Но французского они не знали. Пока наши коллеги копаются в барахле, нам нужно проверить этих молодых людей на предмет контакта со взрывчатыми веществами. В этом, как всегда, нам помогает тест Drapex. Разберем его поподробнее. Он позволяет обнаруживать практически все категории взрывчатых веществ, используемых в самодельных взрывных устройствах, благодаря наличию и сочетанию 6 различных типов реагентов. Drapex обычно используется в качестве средства обнаружения до взрыва и анализа после взрыва. Тест выполняется быстро и эффективно. Он выдал положительные результаты, теперь нам нужно сфотографировать ребят. И пока там проходит фотосессия, я посмотрю, что делают наши ребята по соседству. Все, что находят в машине, выкладывают на тент для изучения. Камни золота, да? Еще что? Как выяснилось, судя по их инструментам, это были золотодобытчики, а после фотосессии отвели этих людей в другое место, где уже с ними проходила беседа на арабском. Золотодобытчиков мы отпустили, отъехали на пару километров и остановились на ослиной заправочной, для того, чтобы поговорить с людьми, ну а я хотел поговорить с верблюдом. Меня тоже все заебало. Такая вот рутинная рутина настала. Стоим, ждем приказа. Вместо ароматной елочки, турникет и панда. Ах да, я вернулся на свое штатное место. Так как у нас длительная пауза, можно и ботинки снять, и побалдеть немножко. А еще нужно подкрепиться, ведь мы еще не закончили наш вояж. Вертушка подвозит провиант, а наши ребята пошли ее прикрывать по периметру. Это не нам, это
Он улетел и не обещал вернуться. Теперь можно и нам выезжать. Закрываем люки. Нам предстоит проделать длинный путь, но уже в сторону Мали. Время потихоньку возвращаться назад. Вот так хуярим, блядь. На Вабину. Сейчас разлетится к хуям, блядь. Мы прям летим по этой пустыне. И пасота. Аль-Каида, ебана. Вот она, говядина на лужайке пасется. Там даже травы нет. Что они едят? Опять какая-то паника, уже гонимся за кем-то, сломя голову. За кем, правда, не знаю, но разогнались мы, будь здоров. Только пыль из-под колес летит, и ты такой накручиваешь на себя. Вот сейчас мы этих жуликов поймаем, а потом выходит, что... Сейчас мы стоим на въезде в город, я забыл, как он называется, на букву. Что-то там Карат. Татакарат. Вот. И фильтруем всех личностей подозрительных, которые едут по центральной дороге. 3 ослика, 2 чувака, 4 ослика. Ё-моё, там 1, 2, 3 ослика и 2 запасных, видать, 2 ослика запаски. И сзади еще один ослик свободно идет. Вот. Разминулись, ДТП не сделали, уже хорошо. Продолжаем наблюдение. Это я раньше. Почему злым был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрятничаю. Наблюдаем почтальона Печкина из Африки. Так, в тапочках. Как вы поняли, не зря мы паниковали. Такое дело серьезно сделали. И осликов посчитали, и машины подосматривали, исполняя функции ГАИ на африканском континенте. Нас можно поздравить, мы уже заехали на территорию Мали. Наши машины, за исключением обеспечения, из колонны перестроились в линию. Это мы так прочесываем местность. Хорошо хоть не пешком. До Госи нам оставалось километров, если по прямой, то немного, но так как мы едем по военному, то это немного превращается в довольно-таки приличную цифру. Плюс попутно нужно выполнять различные задачи, а так наша колонна выглядит прям как из кино. У ребят из пехоты маленькое происшествие. Отвалился багажник, и такое бывает. Это они, когда выезжали из ямы, зацепились. Вот примерно как-то так у них багажник и слетел. Только, видать, яма была побольше. Ой, ну это так себе. Прошлая ямка. Хули он там встал, сука? Прошлая ямка, где мы были, была серьезнее. И солнышко, да, в кабину. Пока мы потихоньку ехали зигзагообразными путями, на другой стороне карты Зёма из соседнего соединения, просидевший в засаде всю ночь, грузился в вертушку. Впрочем, у нашей группы тоже были такие задания, только экипажи машин, водитель и стрелок на него не привлекались. Мы спали на базе. Как дела? I'm fine, and you? Все хорошо? Заебись. Сама, вы? Если ты. Что с ним? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Валя. Я сижу вот сейчас в вами вместе со всеми пацанами ждем, пока нам дадут лизорт. Лизорт — это и есть приказ, только по-французски, а в небе кружит тигр. Ну-ка давай так ко мне, чтобы в кадр. Тигры обычно сопровождают транспортные вертолеты, такой как и этот, например. В общем, нам повезло, вертушка вылетела прямо на нас, можно было поглазеть.
Конечно, Зёма мне рукой не помахал, в отличие от нас, они за считанные часы будут уже на базе. Красавчик. Этого ж не было лучше. Вдали виднеются какие-то горы или холмы, но этот пейзаж нас уже особо не радовал. Мы все ехали и ехали, прилично устали, настроения особо не было. Настроение. Сережа, мы скоро взлетаем. Сегодня нашему подразделению было приказано занять эту высоту. С нее открывается самый крутой вид в этой округе. В то время как остальные машины были в нескольких километрах от нас, на этой горе мы устроили пункт наблюдения. Так как дело шло к завершению нашего похода, нельзя было упустить такой прекрасный вид, и все мы поднялись на эту гору, чтобы сделать совместную фотографию. После чего первая смена назначенных солдат начали свое дежурство, а мы готовились уже ко сну. Наконец-то мы выехали на асфальтированную дорогу, а это значит, что наше блуждание по пустыням и оврагам и сон в поле, усеянными верблюжьими какашками под открытым небом, подходит к концу. Главное теперь не опоздать на вертолет. Приятный гул чинука оповещает нас, что скоро мы покинем эту базу, благодаря сервису по поиску бесплатных авиабилетов Министерства обороны Франции. Ждем, пока грузовик привезет нам наши сумки, и в принципе можно улетать. Лететь нам всего полчаса, весь вертолет завален нашими сумками, а что же за бортом? Проносятся дороги, пролетаем знаменитую речку Нигер и совершаем посадку в Гао. Здесь, на военной базе в Гао, нас ждет американский самолет С-130 «Геркулес». Он носит звание самого распространенного военно-транспортного самолета в мире. Таких птичек произведено 2600 единиц. В Ниамее нас уже ждал другой самолет – Airbus 330. Как любят говорить наши командиры, командировка заканчивается только тогда, когда все военное имущество будет почищено и сдано. История нашей командировки в Мали заканчивается. Нам оставалось совершить перелет во Францию, где нас ожидал последний сюрприз. Не знаю, как для остальных, а палочкой до самых мозгов для меня было кошмаром. В столице Мали Бамако жители празднуют вывод французских солдат, участников операции «Бархан», которые прибыли в страну в 2014 году для борьбы с джихадистами в регионе по просьбе тогдашнего малийского правительства. После военного переворота в стране отношения новых властей с Парижем осложнились. Манифестанты с плакатами в поддержку России и ЧВК «Вагнер» жгли французские и европейские флаги.